Что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Я знаю, что простые люди, нормальные люди, я вижу это по комментариям, адекватные люди, их больше всего в Германии. И знаете, честно говоря, мне начихать на их политику вообще, если бы не наши люди, которые там живут. Ну, нашему человеку присуще надеяться на русский авось. А авось пронесет нормально, будем жить там, что будет. Ребят, мое восхищение, вы просто крутые, но... И если понимаете, что надо сваливать, сваливайте. Приезжайте в Россию, она большая. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Влад, вы на канале «Жить в России». Почему жить в России? Потому что мы живем в России. И мы русские немцы, семья русских немцев. И знаете, даже в нашей жизни случилось так. Мы прожили в Германии 17 лет. Вот. Но все ж таки жизнь там, когда мы уехали туда с родителями, она казалась, ну, знаете, когда ты подросток, скажем так, когда ты молодой человек, тебе кажется, жизнь, она будет немного иначе. А потом, когда мы приехали в Германию, я сразу же понял, что я попал вообще не туда, не в ту сказку, не в то кино. Вот. И мы потом переехали, уже будучи взрослыми людьми, я создал собственную семью. И у меня 4 детей. Все это вы можете увидеть на нашем канале, на ютубе «Жить в России», Leben in Russland, на рутубе, на ВК сейчас есть все те же самые видео. Вы можете зайти познакомиться с нашей историей вообще за 15 лет. Ну, в принципе, канал не 15 лет я веду, там, наверное, сколько лет, наверное, 6, да? Друзья, напомните, сколько лет? Не 6, наверное, лет 7, наверное, нашему каналу. Вот. Но, тем не менее, набрал он уже больше 170 тысяч подписчиков. Видимо, наша история людям интересна. Вот, друзья, стою в таком интересном месте. Это задняя часть озера, так сказать. То есть здесь просто заводь такая болотистая. Здесь просто живут лягушки. Вот, все другие стороны озера чистые. И такого, допустим, болота нет нигде, оно только здесь. Вот. Ну и... Слышите, как здесь поют птички? Где-то вдалеке кукушка. Тут он соловьи поют сзади меня. Слышите? Здорово, правда? Вот хорошо, что кто-то там перестал косить. Кто-то косил траву. Вы знаете, друзья, я посмотрел следующую новость. Мне прислали ее на немецком языке. Для вас я перевел ее. Честно говоря, у меня не было времени самому переводить. Я просто перевел с помощью искусственного интеллекта. Послушайте, что говорит этот военный из Германии. Когда приходят тысячи военнопленных, они должны куда-то идти. Их нужно распределить в Германии, их нужно распределить по Европе. В Германии, может быть, они сначала будут распределены по Европе. Но сейчас нам нужны концепции, которого мы должны развивать, чтобы в ближайшие 3-4 года он был настолько надежен в общегосударственной обороне. То есть не в военной обороноспособности, а в общегосударственной обороне. Что риск для Путина, что атака не увенчается успехом для него очень-очень высок. В интернете сейчас распространяется шокирующее видео о ней из Гамбурга, которое, кстати, постоянно удаляется из TikTok. Немецкий адмирал Курт Леонардс выступает на симпозиуме, который состоялся 12 и 13 мая, и говорит о русских военнопленных, которые затем будут взяты в плен во время войны против России. То есть Германия имеет серьезное намерение действительно вести эту войну против России, может быть, даже начать и двигаться вперед, причем с Россией. Захватывать русских военнопленных. Иначе это невозможно объяснить, и это абсолютно шокирует. Они реально собираются не только воевать с Россией, они собираются брать еще и наших солдат в плен. Ох, ребята, короткая память у вас. Ну да ладно. Забыли 45-й. Забыли 45-й. Ваши знамена сжигали на Красной площади. Вы забыли. Вы что фашизм устраиваете опять по новой? Вы своим гражданам, согражданам объявляете о том, что у вас якобы это операция Германия, так называемая. Вы же любите операция Барбаросса, там, да, операция Германия. Вы типа защищаете свою страну. А по факту, кого в плен собрались брать, если вы защищаете свою страну?
То есть вы реально хотите напасть? Отгребете опять по полной, ребята. Я говорю это политикам. Я знаю, что простые люди, нормальные люди, я вижу это по комментариям, адекватные люди, их больше всего в Германии. И простые люди, никто не хочет воевать с Россией. И все прекрасно помнят. А вот у политиков память короткая. Я понимаю, что англосаксы ими управляют, и они делают ту политику, которую должны. Они должны. Их поставили туда, он уже обязан, ему деваться некуда. И голова с плеч, и он будет проамериканскую политику вести. Ну вот так все против России настраивают, ребят. И знаете, честно говоря, мне начихать на их политику вообще. Если бы не наши люди, которые там живут. Люди русские, русскоязычные, русские немцы конкретно вот. Вы знаете, я вообще, честно говоря, удивляюсь вашим мужеством в такое время оставаться жить в Европе. Реально, вот просто я... Вот вам просто респект за то, что вы, те, кто может уехать, остаетесь там жить дальше. В ожидании вот этих вот всех бедствий, которые там уже сейчас объявляют у вас по телевизору, что они будут. Я не понимаю. Конечно, много трудностей там куда-то уехать, это все понятно, но не намного ли больше трудностей будет, когда они туда придут, когда они развяжут эту действительно эту войну. Вам уже, я просто, почему я удивляюсь и просто говорю вам просто респект за то, что вы там живете и остаетесь жить, имея деньги, имея возможность уехать, покинуть Германию, уехать в любую другую страну подальше от Европы вообще. Я не говорю обязательно в Россию, хотя и в Россию сейчас к нам приезжает, посмотрите на нашем канале много роликов. Очень много русских немцев приезжает к нам в Россию. В частности, вот в Белгородскую область к нам сюда приезжают жить. И не боятся вот дронов, не боятся ничего. Я сейчас стою здесь, вот сейчас объявляли опасность. То есть я вам говорю, люди приезжают и живут. Посмотрите на нашем ролике, на нашем канале ролики. Вот мой велосипед куда-то хочет все время уехать. Вот, я просто стою. Видите, вот мой мустанг, вот он мой велик. И я стою вот на фоне этого озера и делаю для вас контент. Жарко сегодня, душно. Так вот, не отвлекаясь от темы, друзья, я хочу вам сказать, что я просто удивляюсь, да, вот вы остаетесь. Люди, приезжающие оттуда, рассказывают такие кошмары просто, и я вижу, что они реально искренне видят это, они реально искренне, они не пытаются наговорить, там что-то там, да, то есть, ну, смысл, зачем? Они приезжают и рассказывают действительно те истории, которые сами пережили, да, и то, что там делается, то, что там они видят в Европе. Помимо этого, кто этому не верит, скажете, а у вас там проплаченные все, там на Мосфильме вы там снимаете их всех, да? Мне уже писали такое, что у меня Мосфильм, моя квартира, мой дом это Мосфильм, наш зал, где мы чай пьем, сидим. Вот, ну, вы знаете, есть достаточно видео, есть достаточно, можно комментарии почитать под разными видео и посмотреть просто, что люди действительно пишут. И пишут часто немцы на немецком языке. Да, это все вообще капец. Я реально удивляюсь и восхищаюсь теми людьми, которые вот видя все эти проблемы, которые сейчас там грядут на Европу и уже сейчас есть. А какие проблемы есть, вы спросите? Ювенальная юстиция, которая 85% детей забирает именно из русскоговорящих семей. 85%. Это еще было, писали в газете в русской Германии лет, наверное, 13 назад. Это была статья. Первое, ювенальная юстиция. Второе, засилие мигрантов. То, что они там просто чувствуют себя хозяевами. Это Германия. Далеко уже не та Германия. Мне об этом все пишут. Забудь ту Германию, ее просто нет. И это проблема номер 2. Дальше вот эти все законы, которые сейчас выпускают. Типа мужчин там не выпускать дольше, чем на 3 месяца, по-моему. Но нужно анмельдоваться, нужно там встать на регистрацию в Бундесвере. Не дольше 3 месяцев ты имеешь право выехать из страны. К чему это? Как вы думаете, мужское население? Вы не задумывались вообще над этим? Для чего это? К чему это? Ребят, я восхищаюсь вами. Вы такие бесстрашные. Ну, нашему человеку присуще надеяться на русский авось. А авось пронесет нормально. Будем жить там, что будет, что будет. Ребята, история должна учить нас. История должна показывать, что если такие законы принимаются, знаете, есть прекрасная фраза: чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Я вот смотрю то, что в Европе происходит сегодня, там диву даешься просто. Они реально решили напасть на Россию, они реально хотят воевать. И подумайте, русские люди, которые живут в Европе, как к вам отнесутся, если вот это все начнется? Если они уже сейчас решают, где распределять пленных, вы меня извините, если
русских будут снова считать за врагов. Вы думаете, что вы будете спокойно там жить, разговаривать по-русски, вы будете спокойно носить русские фамилии. Вы думаете, что не будет какого-то геноцида. Я не знаю, я восхищаюсь. Вы такие бесстрашные. Не проще ли вам переехать? Мы живем здесь, в России, с немецкой фамилией. Слава богу, никто никогда нам не сказал. Переспросят фамилию, иногда не поймут. То есть ты там по буквам скажешь, это нормально. Ты в Германии был, немцы немецкую фамилию из 4 букв иногда просят бухштабирен, то есть по буквам произнесите, не могут записать. Вот, но у нас, если переспрашивали фамилию, то ну, просто переспросят и все, да, и записали ее и все. То есть никаких нету притеснений по национальному признаку или еще по какому-то. Вот духота стоит, вообще жарко прям. Несмотря на эти все законы, несмотря на то, что реально ожидает Европу, ну, многие мне писали, что да, это ерунда, да никто бомбить не будет, тут дети всех российских политиков никто не будет бомбить. А вы не думали о том, что детей российских политиков вывезут? Просто вывезут заранее, и все. Так всегда делалось. Всегда выезжают все шишки сначала, прежде чем что-то начать. Посмотрите, киевляне, они когда обстреляли, вот сейчас Рязань, Москву, куда он делся, главнокомандующий этот, на букву «З»? Куда он делся? Он уехал, он покинул страну. Зачем? Да потому что боится он ответки, конечно же. Друзья, мой канал не политический, а просто эта тема, она животрепещущая. Люди, которые беспокоятся, они мне пишут, как уехать, мы тоже хотим. У меня проблема, я хочу, муж не хочет, муж хочет, жена не хочет. Дети выросли, как оставить. Очень много завязок, очень много корней пустили наши переселенцы. Я все это понимаю, но, знаете, мне сегодня прислали песню про наших переселенцев, которые живут там. Да, я согласен, это она не всех касается. Кто-то там себя чувствует, как рыба в воде, кто-то обжился, но вас тоже это затронет. Вы думаете, что вам не припомнят? Да припомнят, ребят, я не желаю вам этого, вообще не желаю. Дай бог вам вообще, чтобы ничего не было, никаких войн, ничего. Это, конечно, мое желание как простого человека. Но если просто начнется, знаете, вот пословицу, да, русскую, гром пока не грянет, мужик не перекрестится. Вы реально ждете, пока гром грянет, а потом куда деваться, а потом куда? Там уже реально собрались вас депортировать, то есть уже закон о депортации 10 стран, включая Германию. То есть там с приграничных зон это будет, или с тех мест, где, судя по всему, будут падать ракеты потом уже, да, потому что они будут падать, если начнется конфликт. Ребят, вы там, если рядом живете с этим, и так все спокойно, так все. О, кошка выбежала. Побежал кот. Шуршал, выбежал. Жук какой-то полетел тут. Душно, духота, и жуки, и коты, и, короче. А мы, ребят, мы переехали 15 лет назад. 15 лет мы уже живем в России. Как вам сказать, меня спрашивают, какое отношение к детям в школе, какое отношение к русским немцам? Когда говоришь, что хорошо, некоторые пишут, вам еще припомнят, вам еще там напомнят, вас еще ограбят, вас еще заберут. Я понимаю, что это отговорки, это просто попытка человека самого себя утешить, что я никуда не поеду, потому что там будет опасно. Ну, посмотри правде в глаза, посмотри просто новостям в глаза, включи мозг. Что готовится? Реально готовится же капут полный. Капут в стране будет, не знаю, Европе. То есть, ребят, есть столько стран, там хоть в Латинскую Америку, хоть куда. Ну, конечно, вы там тоже дома не будете. Если там что-то начнется, то вы опять чужие там, да? А здесь, если вы приезжаете, вы всегда свои, вас никто не отличит здесь. Вы выглядите как россиянин. Вы одеваетесь, вы говорите, у вас язык чистый, у вас язык русский, у вас, не знаю, там история какая-то есть, да, ваши бабушки, прабабушки, прадедушки. То есть, я не знаю, на нас никто не спрашивал никогда нашу предысторию, историю, что, где, как там. Живем и живем, слава богу. И слава богу, ребята. И у нас не без проблем. И у нас тоже проблем хватает. И мы тоже переживаем за некоторые вещи. Но я вам говорю реально, мы живем на границе с Украиной. И мы, друзья мои, просто вот береженого пишут, Бог бережет. И знаете, это значение. Мне иногда пишут об этом. Значение вообще этой пословицы. Береженого, то есть тот, кто оберегаем, его на самом деле Бог бережет. А не то, что ты сам там пытаешься что-то сделать, его Бог бережет.
когда он тебе говорит, когда у тебя есть такое предчувствие, Что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. если вы чувствуете, что вы на грани грандиозного шухера, вы просто садитесь, берите билеты и сваливайте побыстрее, ребят. Потому что если они начнут вот это вот, я не знаю. И деньги здесь все, ребята гоняют машины, обмен делают, денег, и все перевозят, все переводят. Дома себе покупают, строят красивейшие дома у нас в области. И не только у нас. Посмотрите других блогеров. Вот. Есть страшненькие дома, есть недорогие дома, есть новые, в основном новые сейчас современные постройки идут уже, да. Есть те, конечно, которые после войны строились. И все по-разному, везде все по-разному. Но мы живем здесь, несмотря на то, что граница рядом, да. Мы живем и назад никуда не собираемся, ни отсюда никуда, отсюда никуда не собираемся уезжать. Так что, мои хорошие, я просто вот хотел вам выразить действительно свое восхищение, удивление, насколько вы безбоязненно так живете дальше. Ну, конечно же, тем, кто не может уехать, тем, кто по тем или иным причинам, мне люди разные пишут, я бы уехала, но у меня тем, там проблемы, там здоровье, еще что-то. Храни вас Бог, друзья. В любом случае, всех, и тех, кто может, и кто не хочет, и всех. Я вам всем желаю только добра. Всем желаю безопасности, чтобы вы все жили долго, чтобы вы жили богато, и чтобы, как там дети мои говорили, и у всех росла зарплата. Вот, я вам желаю. Вообще желаю вам, конечно, Божьей милости. Желаю вам спасения Божьего во Христе Иисусе. Это я как христианин вам желаю. Но если вы видите, чувствуете, ваше сердце подсказывает, что на грани действительно грандиозных каких-то перемен, какого-то действительно, как там Папандопол сказал, шухера, но поторопитесь. Время, оно такая штука, но кажется, у меня еще есть время, я еще успею, но лучше поторопиться. Вот здесь будет потише немножко. Смотрю себе место, где порыбачить. Тут прекрасное место, мы как-то были здесь года 2 назад. Это у нас в селе, в принципе. Все оно и недалеко. Вот смотрю, где лучше будет закидывать. Здесь вот прям вроде неплохо, хотя вот эта вот ветка будет мешать. Там ветка не мешает так сильно. Можно здесь закинуть вот отсюда, сесть туда и запульнуть. Но спиннинг должен быть коротким. Ну или поплавочную, в принципе, тоже пойдет. Вон рыбка плюхается, видно. Здесь же у нас, друзья, и раки водятся. Вода чистая. Вода чистая. Но здесь, наверное, нет. Много тины. И как-то такая заводь подзаросла. Красота, друзья, красота. Никакого ангельшайна не нужно. Никаких документов, чтобы вам рыбачить. Вы просто берете удочку, приезжаете. Помню, мне женщина написала: а можно рыбачить у вас просто без ничего? Я говорю, можно. Не может быть. Вот это да. То есть реально удивилась и восхитилась. А нам приятно, что люди удивляются и восхищаются. Почему? Потому что это реально классно. Это свобода. Да, нам сейчас много говорят, у вас в России свобода нет, у вас того нет. Ой, я не знаю, не буду я спорить. Вот, на рыбалку приезжайте, рыбачьте сколько хотите. Я сейчас ехал сюда на велике, а мужик выезжал на Ниве, отсюда выехал. Ну, видимо, к обеду он просто уже уехал. Сейчас время обед, он уехал, потому что сейчас клёва нет. Это надо к вечеру сюда. Вот. Ну и прикормить надо, конечно, хорошенечко. Тогда рыбалка будет неплохая. Все, ребята, я все приехал, все. Я захотел на рыбалочку. Я прям посмотрел, посмотрел, плюхается рыбка. Красавица. Так и хочется, чтобы я ее поймал. Друзья мои. Ладно. Начал за здравие. Нет, начал за упокой, закончил за здравие. Смотрите, начал вроде как ролик там типа, ребята, давайте думайте. А закончил просто, ну, как бы таким позитивчиком. Как хорошо. Душновато, правда, сегодня душновато. Но на то оно и лето. А у нас уже в Белгородской области, можно сказать, лето настало. Это уже не весна, это уже лето. Какая красота, смотрите. А? Как вы думаете, неплохо? Я думаю, да. Ролик на этом буду заканчивать. Ребят, мое восхищение. Вы просто крутые, но
И если понимаете, что надо сваливать, сваливайте. Приезжайте в Россию, она большая. Если есть у вас желание приехать в Белгородскую область, знаете, это, да, я понимаю, это звучит, как будете у нас на Колыме, но кто-то приезжает же в Белгородскую область. У нас приехали несколько семей, живут. Они реально не жалеют. Они живут здесь дальше. Вот. Живут здесь дальше и никуда не уезжают. Вот. Так что, мои хорошие, все, на этом я буду заканчивать. У меня уже рука устала держать телефон. Давайте будем прощаться. Я вам хочу пожелать всего доброго, всего наилучшего, где бы вы ни жили, в любой стране. Я вам желаю мирного неба над головой. Я вам желаю, чтобы, да, все были богатые и у всех росла зарплата. Как дети мои шутят иногда. Но это из мультфильма, кстати, советского. Вот. Не болейте. Если надумали, пишите. Пишите в Telegram. У кого есть Макс, пишите в Макс. У кого есть WhatsApp, где-то в WhatsApp я номер вам не скажу. То потом все звонят. И потом, ну, надоедает немножко это все. Ты просто весь на телефоне. Не-не-не, я такой не люблю. О, уточка полетела. Ой, красавица такая. Уточки дикие летают. Ой, ребята, красота. Все, у нас есть Макс, Telegram, Рутуб, YouTube, ВК. Что у нас еще есть? Да что хочешь у нас есть. Все, подписывайтесь, я буду вас ждать. Мы будем рады, если вы будете смотреть наши ролики, наш контент. Спасибо вам большое, что поддерживаете наши видео лайком. Это очень, за это особая благодарочка. И тем, конечно же, кто иногда скидывает там, бывает 100 рублей, 500 рублей, там 50 рублей. Тоже очень приятно, друзья. Не нуждаемся, но это очень приятно. Спасибо вам большое. Сейчас опять кто-то напишет: Влад, он деньги выпрашивает. Конечно, да, выпрашиваю, вы же видите. Все, всем всего доброго. Кто-то сел там за шиворотное, что-то упало. Всем всего доброго. Подписывайтесь, обязательно пролайкайте, напишите какой-нибудь комментарий для продвижения канала. Поделитесь этим видео с вашими родными. Может быть, они задумаются. Может быть, ну, как бы у вас не получится, может, другие. У них такие мысли есть, они задумаются, они захотят. Может быть, вас наведет это на какую-то добрую, здравую, хорошую мысль, я не знаю. В любом случае, всем мира, мирного неба, всем всего доброго. Пока-пока.